Привет, друзья! С вами снова канал Drug Users News. В 1999 году я пришел работать в снижение вреда. В 2010 году я первый раз купил наркотики не из рук в руки, а посредством интернета. За последние 8 лет подавляющее большинство продажи наркотических и запрещенных психотропных веществ происходит в интернете. И нам пришла идея в голову. Необходимо попробовать использовать площадки Даркнета для того, чтобы предложить людям программы профилактики. Итак, наша задача в течение 5 дней разработать и создать новый алгоритм, с помощью которого мы посредством интернета донесем способы профилактики до нового сообщества потребителей наркотиков, потребителей новых наркотиков. Добро пожаловать в снижение вреда 2.0. Итак, мы в Киеве, и у нас всего 5 дней на то, чтобы разработать алгоритм по предоставлению услуг профилактики и снижения вреда для сообщества наркопотребителей Даркнета. Даркнет – анонимная сеть несвязанных между собой виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. Термин получил широкое распространение благодаря публикации 2002 года «Даркнет и будущее цифровой дистрибуции». Весь файлообмен в Darknet происходит анонимно, поскольку IP-адреса недоступны публично. Как следствие, все пользователи Darknet могут общаться без опасения огласки и вмешательства государства. Именно поэтому Darknet часто воспринимается как инструмент для осуществления коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельности, в том числе и теневой наркоторговли. И хотя на момент начала работы нам были ясны далеко не все детали нашего будущего алгоритма, к тому же наркосцена Даркнета отличается от традиционной примерно так, как, скажем, народная музыка отличается от техно, мы с самого начала понимали, что в основе нашей концепции должна лежать философия, которой мы пользуемся вот уже почти 50 лет. Философия профилактики заболеваний и снижения вреда от последствий употребления психоактивных веществ. Знать свой статус, иметь возможность тестироваться на ВИЧ и другие опасные заболевания, понимать, что ты употребляешь и избегать передозировок. Вот то, что мы хотим предложить наркопотребителям Даркнета. Планируя нашу работу в Киеве, мы составили список необходимых нам раздаточных материалов. Все традиционно, привычный набор аутричера, тесты, шприцы, салфетки, лубриканты. Коллеги из Альянса общественного здоровья выделили нам более чем достаточное количество подобных материалов. Но кое с чем, крайне необходимым, нам не смог помочь даже Альянс. Речь идет о тестах на качество психоактивных веществ. В силу разных причин их совсем нет в Украине. Однако выход был найден. Мы нашли несколько сайтов, где все это можно было заказать. И, скрестив пальцы, чтобы тесты пришли вовремя к началу съемок, мы оформили заказ. И канадцы нас не подвели. Прям в аккурат к дню съемки мы получили нашу бандероль из Канады. Это система тестов на качество психоактивных веществ. И, кстати говоря, нам на сайте сказали, что мы одни из первых. И буквально они только недавно стали отправлять посылки в Украину. И нам повезло. Этот тест пойдет в набор и уйдет потребителям наркотиков через Darknet. Давайте посмотрим, что там внутри и как это работает, мы объясним тоже. Цена одного такого набора 26 канадских долларов, это без доставки. И этот набор можно использовать 30-40 раз, написано было, заявлена информация на сайте. Посчитать можно уже сейчас, если даже грубо возьмем на 30 раз один тест, то одно тестирование, то есть одна проба, будет стоить 1 канадский доллар. По-моему, это совершенно смешные деньги для любого проекта снижения вреда, для того, чтобы дать возможность людям знать, что они употребляют, и проверять качество дома. Мы двумя руками за широкое применение практики самостоятельного тестирования, будь то тесты на качество психоактивных веществ или же тесты на ВИЧ, гепатит и прочие заболевания. Ну а теперь давайте-ка посмотрим, что же там в коробочке. Special for you, unboxing от Drug Users News. Сегодня у нас посылка из Канады. Экспресс-тесты на качество ПАФ. Приятная коробочка. Какая красота, смотри. Я бы был прям рад получить такой наборчик. Что это? Да, осторожный яд. Набор на 40 тестов и вот список веществ, которые можно определить.
В принципе, весь ряд быстрых наркотиков здесь есть. Здесь внутри два реагента и колба для смешивания. Согласно инструкции, нужно вот в эту колбу поместить маленький образец вещества размером буквально вот с точку, добавить сначала пару капель из вот этого пузырька, из образца номер А, не смешивая, не дотрагиваясь до вещества, и через некоторое время добавить пару капель из вот этого образца. И буквально за 2-3 минуты жидкость в тестовой емкости поменяет свой цвет согласно вот этой таблице. И уже по цвету жидкости можно будет определить состав и насыщенность образца пробы. Друзья, я могу точно сказать, что то, что мы делаем, это реальный прорыв в сторону нового качества и нового вообще подхода в снижении вреда. Вот это то, что действительно сейчас нужно, и нужно было уже несколько лет назад внедрять. Я не знаю, почему мы до сих пор к этому не пришли. Надеюсь, что после этого видео многие проекты задумаются над тем, как внедрить эту практику у себя. Я тоже на это надеюсь. Но это вопрос будущего. А пока что мы, нагруженные раздаточными материалами, уставшие, но просветленные, возвращаемся в нашу временную штаб-квартиру, параллельно решая задачу по доставке всего этого добра нашей целевой группе. Однако, прежде чем начать говорить о нашей схеме доставки, необходимо объяснить вам, как, собственно говоря, работает система продаж психоактивных веществ в Darknet. Как в современном мире происходит покупка запрещенных веществ? Есть несколько технологий, и все они учитывают одну главную особенность – это безопасность и анонимность клиента. Есть простой уличный вариант, когда вы смотрите вокруг себя и находите на стенках города объявления со специфическим сленгом и с номером телеграмма. Соответственно, можно связаться с магазином таким образом. Однако этот способ не всегда надежный, потому что много мошенников, и ты никогда не знаешь, кто находится по ту сторону телеграммы и кто отвечает на твои запросы. Существует более безопасный способ, но он требует более тщательной подготовки. Это способ поиска специфических форумов, наркофорумов в интернете, в Даркнете. Здесь уже ситуация намного лучше обстоит, так как есть система гарант. Это когда покупатель гарантированно знает, что его деньги не пропадут до тех пор, пока он не получит товар. И также все магазины в Даркнетах имеют оценку покупателей, имеют свой рейтинг. И это способствует тому, чтобы ты мог выбрать из огромного количества тот магазин, который, по мнению пользователей, обладает наивысшей оценкой качества и сервиса. Однако система доставки товара покупателю везде одинакова. Как же это происходит? Вы выбираете нужный вам товар и оплачиваете виртуальными, электронными, как еще их называют, деньгами. Валюты разные на выбор сегодня огромное количество. После того, как вы сделали оплату продавцу, вы отправляете координаты платежа. Это может быть квитанция с электронного терминала уличного, либо подтверждение с вашего электронного кошелька, в зависимости от магазина. И следом вы получаете по тому каналу связи, который обозначен на ветке продавца, это может быть Telegram, Jabber или личные сообщения на форуме, координаты так называемого клада. Клад – это место, где спрятан заказ, спрятан пакет с наркотиками, ну или с тем товаром, который вы заказываете. На телефон вы получаете GPS координат на карте и несколько фотографий с обозначением места, где эта закладка находится. И хорошие магазины делают тщательное описание и прячут эти клады в таких местах, чтобы покупателю было удобно подобрать, чтобы не было лишних глаз и сотрудники полиции не находились рядом. И, кстати, одна очень интересная вещь. На некоторых магазинах есть жесткие правила, чтобы курьеры не закладывали закладки с наркотиками рядом с отделами полиции, детскими садами, школами и другими учреждениями общественного пользования. За это можно попасть в бан или заплатить большой штраф. Существует еще один способ доставки товара клиенту – это почта. На сегодняшний день очень хорошо получили развитие так называемая система бесконтактного получения почты, почтомат, когда оплачивается ячейка, и курьер доставляет, или почтовая служба доставляет посылку в эту ячейку, и заказчик просто приходит, платит деньги за заказ в зависимости от расстояния и забирает свой заказ из ячейки.
Данные могут быть любыми, поэтому здесь тоже определенная безопасность соблюдается, человек может оставаться анонимным. Мы будем использовать оба эти способа для того, чтобы предоставить профилактические материалы клиентам нашего исследования. А теперь мы покажем вам графически все то, о чем только что говорил Леша. Итак, вот покупатель, вот продавец. Покупатель выбирает товар и вносит оплату. Однако он не переводит деньги напрямую продавцу. Сначала деньги попадают в структуру, которая называется гарант-сервис. Это посредник при сделке. Как только деньги покупателя заходят в гарант, последний сразу же информирует продавца о поступлении средств. И когда покупатель уже получил свой товар и убедился в том, что все соответствует его ожиданиям, он сообщает об этом гаранту, и только после этого деньги переводятся продавцу. А еще для разрешения разных спорных ситуаций на некоторых платформах используют систему арбитража. В общем, мы не стали изобретать велосипед и взяли за основу нашего алгоритма схему продаж Даркнета. С той лишь разницей, что мы ничего продавать не будем, а вместо психоактивных веществ планируем распространять разнообразные тесты и другие профилактические материалы. По возвращении в нашу штаб-квартиру мы взялись за формирование кладов из всего того, что мы получили в Альянсе. Вот что мы положили в наши наборы. Экспресс-тесты на ВИЧ с скарификаторами, салфетки спиртовые для того, чтобы делать тесты, тесты на гепатит С экспресс по крови, ну, естественно, буферные жидкости, десяток шприцов, презервативы и любрикант. Все стандартно. Ну и как требует того классика уличного жанра сегодняшних дней, а именно современных наркотиков и интернета, все вот это мы запаковали в привычные для нашего брата пакетики. И у нас получились вот такие аккуратненькие наборчики, которые пойдут и найдут своего клиента в интернете. Удачи вам! Ну что ж, мы закончили упаковку кладов, и теперь они готовы к отправке. Но прежде нам необходимо зарегистрироваться на одной из специализированных площадок Даркнета. Для этих целей мы выбрали ресурс Legalizer.info как наиболее популярный в Украине. Но это чуть позже, а сейчас давайте прервемся еще на минуту и выслушаем одно важное сообщение. Консультирование и информирование является одним из важных аспектов профилактических программ снижения вреда. И когда мы подготавливали первый пакет профилактических материалов, мы поняли, что нам не обойтись без подробной видеоинструкции о том, как правильно проводить тестирование и вообще о содержании этого тест-пакета и его применения. И одна очень важная мысль, которая пришла в наши головы, заключалась в следующем. В современном мире вся информация и обучающие материалы очень хорошо передавать в форме видео. Это позволяет не искажать информацию, передавать ее быстро от человека к человеку. И самое главное, позволяет большому количеству людей в короткий промежуток времени получить доступ до каких-то информационных материалов. И если говорить о снижении вреда 2.0, то одним из важных преимуществ в консультировании клиентов будет именно тот факт, что можно будет заранее подготовить материалы на различные темы, записать их профессионально в форме видео или видеопрезентаций или видеороликов и распространять именно в таком формате. И второй момент, мы, конечно же, не упускаем важность консультирования равный равному, что называется ведение конкретного случая. Для этого можно использовать рассылки Telegram, либо Telegram-каналы, где будет доверенный человек, доверенный специалист отвечать на вопросы пользователей интернета. И, в принципе, это позволит клиентам получать возможность консультироваться в любое удобное время. И здесь очень важно, что вот та стигма и та боязнь идти на контакт с врачами, она сводится практически к минимуму. И еще один очень важный момент – это, конечно же, оценка качества предоставляемых услуг. В случае использования интернета в качестве источника для информации, источника для получения услуг, очень легко собирать обратную связь от клиентов, насколько они удовлетворены полученным сервисом, насколько им покрывает их потребности данный сервис. И очень важный момент, что здесь опять исключается общение лицом к лицу и снижает так называемое вот это стеснение перед человеком. Ведь когда мы сидим один на один с врачом, либо один на один с социальным работником, какие-то вещи говорить в глаза человеку, который тебе помогает, очень сложно.
даже если это касается оценки услуг, которые ты получаешь совершенно бесплатно. В отличие от этого, в интернете, если человек обезличен, он может писать свои самые откровенные заметки и свои самые откровенные пожелания на этот счет. Кстати, о видео. Наши видеоинструкции по тестам уже готовы, и сейчас мы приступаем к регистрации на ресурсе Legalizer.info. Регистрация стандартная. Заполнили форму, получили письмо с просьбой подтвердить учетную запись. Подтвердили, зашли на сайт. Там нас уже поджидало сообщение с предупреждением по поводу возрастного ценза, гарантиями анонимности, важными рекомендациями и всякими полезными подсказками. Мы нашли на сайте украинский раздел, так как мы в данный момент находились в Киеве, набросали текст нашего объявления, не забыли мы и о призах, дабы повысить мотивацию, разместили этот текст на форуме, добавили наши видеоинструкции и стали ждать. Чуть не забыл. В наших видеоинструкциях мы указали телефон национальной горячей линии Украины по вопросам ВИЧ-СПИДа и туберкулеза. На случай, чтобы человеку было куда обратиться, если тесты вдруг покажут положительный результат. А спустя буквально несколько часов мы получили первые отклики. Люди спрашивали, мы отвечали. Вопросов было много, интерес к предложенной теме был неподдельным, и мы ковали железо пока горячо. И в какой-то момент мы поняли, что это уже не просто общение. По сути, это консультации по темам ВИЧ, передозировок, безопасного употребления, тестов. А ведь это как раз то, что нам и нужно было. И, конечно же, мы оставили свои контакты, чтобы любой мог с нами связаться по интересующим вопросам. Общее же число отзывов по нашему объявлению с момента его размещения на форуме поздно вечером и до следующего утра более 60. И еще. Благодаря первым же отзывам нам стало понятно, что даже для хорошего охвата нашей целевой аудитории нам в принципе не нужно задействовать схему закладок. Она была разработана именно в связи с нелегальным содержимым вложений. В нашем же случае нет никакой необходимости шифроваться и прятаться. Ведь содержимое наших вкладов не только легально, но и полезно. Гораздо проще, удобнее, да и быстрее использовать для этих целей почтовые боксы. Благо этот сервис развит достаточно хорошо, и многим в Darknet он уже знаком. По крайней мере здесь, в Украине. И вот, наконец, наступил один из ключевых моментов нашего исследования. Сегодня день кладов и посылок. Как уже говорилось ранее, в этот раз мы задействуем оба метода доставки психоактивных веществ, которыми пользуются в Darknet. Для наших закладок мы намеренно выбрали максимально безлюдные места, расположенные далеко от скопления людей. В общем, заехали мы в реальную глушь и приступили к работе. Мы приехали на одну из окраин города для того, чтобы оставить наше послание, наш клад. Но сами понимаете, что это должно быть укромное место, вдали от людских глаз и в тот же момент легко доступное, легко объяснимое на карте, чтобы человек, получив координаты, смог без проблем найти этот клад. Ну и в принципе мы думаем, что это место мы нашли и сделаем здесь 2 закладки. Мы были хорошо подготовлены, поэтому быстро справились с поставленной задачей. Причем делали мы все именно так, как обычно делают реальные закладчики. Первое выбранное нами для закладки место можно смело назвать под сенью леса. Вот я вижу место. Прекрасное. Вот мы дождались, пока вроде бы более-менее тихо. Закладка у нас большая. Закапываем и оставляем вот такой вот ориентир. Я думаю, прекрасно. Следующее действие: нам нужно сфотографировать место клада с нескольких ракурсов и взять геолокацию, то есть место на карте, где это расположено. Ну и дальше, в принципе, можно будет найти это самостоятельно. Могу сказать, что в этом лесу мы не одни делаем клады. Вот тут вот видно прям следы раскопанной земли, что, наверное, кто-то искал уже до нас. Вот и вот, видишь? Да, и даже шприцы валялись. Что касается второй локации, то место, выбранное для нее, явно имело все признаки наступающей цивилизации. Рядом со стройкой. Мы сделали очередную закладку, очередной клад. Вот такой райончик, где стройка. Все в соответствии с правилами жанра. Сейчас я покажу, где это расположено. Ну и в принципе место достаточно укромное, должно пролежать.
А немного позже мы оставили еще несколько кладов в другом конце Киева. Уверены, что все наши полезные профилактические наборы обязательно будут найдены. Удачи вам, кладоискатели! Под занавес дня мы направились выполнять последний пункт плана на сегодня – использовать почтовый сервис для отправки наших посылок с призами. Для этого нам нужно было просто найти любое почтовое отделение, купить там подходящую коробку, назвать оператору необходимую информацию о получателе и в результате как минимум сделать этот мир немного здоровее и лучше. Кстати, в Украине такого рода услуги оказывают как государственная почта, так и частные почтовые службы. Мы отправили первый тест-набор пользователю Даркнета. Он первый откликнулся на наше объявление, и поэтому посылка ушла ему первому. И, кстати, о безопасности. Все, что потребуется этому человеку, это прийти к почтовой ячейке, оплатить доставку и забрать посылку. Никакого общения с сотрудниками почты ему не предстоит. Вот мы сейчас только что отправили посылку одному из пользователей, который откликнулся на вообще предложение получить тесты. И если проводить аналогию с привычной моделью снижения вреда, то это может очень быть похожим на сеть вторичного обмена. Вы помните, когда какой-то более продвинутый представитель уязвимой группы, сообщества брал на какое-то количество профилактических материалов для себя, для своих друзей и распространял, раздавал. И он уже получит знания, он на контакте, он будет обучаться в процессе тестирования, проведет это тестирование на себе, напишет нам трип-репорт. Мы сможем ему сделать какие-то замечания, пожелания, либо какие-то наставления информационные. И дальше это уже пойдет в массы. А когда люди увидят его отчет на странице форума, то, безусловно, появятся желающие увидеть, что это безопасно, и я 100% уверен, что за этим будущее. Конечно же, эту модель предстоит обточить многократно, провести, возможно, несколько даже консультаций с экспертами, но самое главное, что мы получили отклик. Уже можно сейчас точно сказать, что это работает. И, кстати, у нас на подходе еще 2 клиента, одна из них девушка, так что гендерный баланс мы соблюдаем. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. И на следующий же день мы отправили все оставшиеся у нас наборы новым хозяевам. А вот и пруф. Очередной набор мы отправляем по почте пользователю форума. И в этот раз у нас поедут в чудесный город Запорожье тесты на ВИЧ-гепатит, профилактические материалы. В качестве подарка тест на ВИЧ по слюне, тест на качество ПАВ с набором на 40 тестов, лубриканты, презервативы, салфетки. Ну и еще вот такой один подарочек, чтобы была возможность в случае необходимости протестировать качество героина. Помимо этих тестов мы отправим подробные видеоинструкции, которые мы записали ранее, о том, как пользоваться этими тестами, чтобы человек мог обучиться и передать эти знания далее, если это будет необходимо. Я думаю, что вот такой набор, получив, человек останется доволен и наверняка захочет протестировать своих знакомых и друзей, но это мы узнаем подробнее после того, как увидим, прочитаем трип-репорт, то есть репорт о получении. Отчеты, или как принято говорить здесь, трип-репорты, мы получили. Важно отметить, что трип-репорт в данном случае – это еще и индикатор, показатель того, что эта схема действительно работает. А еще трип-репорт – это возможность поделиться со всеми участниками форума своим опытом в поиске кладов и дать оценку их содержимому. Это вообще отличный способ распространить информацию, причем в некоторых случаях аудитория может доходить до 100 тысяч человек. Вот один из трип-репортов, полученных нами. Иные пишут их в шутливой форме, а некоторые, как этот человек, делают это серьезно и обстоятельно. В самом начале перечень того, что именно человек получил, с фотографиями. В данном случае есть даже линейка для масштабности. Дальше, как мы видим, наш человек пишет, что он не стал ничего ждать и сразу же начал использовать содержимое нашей посылки по назначению. Протестировал себя на гепатит и ВИЧ. Как вы можете видеть, тесты сработали. И при этом, слава богу, ни гепатита, ни ВИЧ. Ну что же, подведем итоги. Итак, за 5 дней нашей работы по созданию нового алгоритма предоставления услуг профилактики и снижения вреда для сообщества Darknet, наше объявление на форуме сайта Legalizer.info просмотрело около 300 человек.
За это время мы получили 18 сообщений. 12 человек прошли тестирование на ВИЧ и гепатит. При этом положительный результат был лишь у одного человека. Мы также получили 9 запросов на тест. Не знаю, как вы, но мы считаем, что это отличный результат. Для меня однозначно одно. То, что мы сделали, это доказало, что это работает. Что, в принципе, можно делать снижение вреда в интернете. Самое главное для меня, что вот это огромное количество людей, сидящих в интернете, они идут мимо вообще всех проектов снижения вреда. Я не уверен, что для них доступны какие-то услуги, они не пойдут ни на сайт, они привыкли думать по-другому. У них другая модель поведения на сегодняшний день сформирована. И если мы хотим что-то менять, нужно менять подход, это уже однозначно понятно. Уже были проведены консультации, уже много об этом сказано, люди понимают, что сегодня настал тот момент, когда уже настало будущее, и уже то, что было вчера, оно не то, что не работает, но этого мало. Нам просто нужно учитывать то, что на сегодняшний день в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, Молдова, 80% всех наркопотребителей сидят на так называемых новых наркотиках, приобретая их через интернет. Именно к ним мы должны идти и как можно скорее предоставить им реальную возможность сохранить свое здоровье. В ходе исследований было установлено, что спрос на различные средства профилактики и снижения вреда в Darknet есть, и он довольно велик. И помимо традиционных средств необходимо также добавить наборы, желатиновые капсулы, точные весы, тесты на качество психоактивных веществ, одноразовые трубки, фольгу и многое-многое другое. И это не каприз, это предметы первой необходимости для потребителей новых наркотиков. А вообще для четкого представления о запросах людей из Darknet достаточно просто зайти на любой специализированный форум и посмотреть, какие темы и направления наиболее популярны там. Так мы и делаем. Во все времена, независимо от того, как менялась наркосцена и способы продажи наркотиков, сообщество всегда было, есть и будет центральной фигурой. И нам важно об этом помнить. Нам нужны перемены. Конечно, перемены это почти всегда неудобно, иногда даже больно и страшно. Но мы должны меняться. Однако прежде нам нужно очень многому научиться. Ведь новое поколение людей, употребляющих наркотики, требует качественно нового подхода. Тот уровень знаний, которым априори обладает среднестатистический пользователь Darknet, гораздо выше, чем уровень аутрич-работника традиционного снижения вреда. Простите, но это так. Да, аутричер старой школы, например, знает много о ВИЧ-СПИДе, но он почти ничего не знает ни о VPN, ни о безопасности, ни о том, как нужно обходить блокировки, и далеко не всегда знает, какие психоактивные вещества в данный момент присутствуют на рынке. Так быстро все меняется. И еще раз о важном. И наши исследования это доказывают. Здешнее сообщество охотно делится своими потребностями и открыто к сотрудничеству. В общем, заходите в интернет, осмотритесь там и давайте внедрять новую модель снижения вреда. Я просто реально воодушевлен. Я думаю, после этого фильма вы тоже загоритесь желанием сделать что-то подобное. Поэтому я предлагаю каждому из нас подумать, что же можно улучшить и как можно использовать и где это можно использовать. Будущее уже наступило, и нам с вами важно научиться жить в нем. Мы очень любим повторять, что война с наркотиками проиграна. Так давайте же начнем строить мир. Это был канал Drug Users News. Оставайтесь с нами.